Добрый день, как ваши дела? My name is Natalie, you're learning Russian language, that's great. And I hope my channel Natalie Practical Russian will help you with that. I noticed that the topic of Russian prefix is very interesting for my students. Today I'm going to tell you a story with the Russian word "ступать", to step, to tread. Okay, and I have free material. If you're interested, click on the link below to get my free book with common Russian phrases. That's useful. Now, let's get started. Сейчас я на улице, я на лестнице. Это лестница, это ступени, и я ступаю. Но мы не говорим «я ступаю», мы говорим «я иду». Я иду по лестнице, я поднимаюсь по лестнице и я спускаюсь по лестнице. Так, когда я иду по лестнице, я наступаю на ступени. Наступать. Я наступаю на ступени. Еще мы говорим... начинается весна, наступает весна. Сейчас месяц май, скоро наступит лето, скоро будет июнь. Да? И когда я иду по лестнице, я наступаю на ступени, и я переступаю через ступень. Переступать через. Мы переступаем через препятствия. И также, когда в нашей жизни препятствия, мы переступаем через них. И когда в нашей жизни проблема, мы переступаем через проблему. Переступать. Еще раз, когда я иду по лестнице, я оступилась. Я сделала шаг неаккуратно, и я чуть не упала. Я могла упасть, но я не хотела падать. Я оступилась, значит, сделала ошибку, и в жизни мы делаем ошибки, и иногда мы оступаемся. Например, я говорила с мамой и сказала ей неприятные слова. Моя мама расстроилась, я поняла, я сделала ошибку, я оступилась, но эту ошибку можно исправить. Я извинилась перед мамой, и все было хорошо. Я оступилась. Мы все делаем ошибки. Если эти ошибки не критичные, мы можем исправить эти ошибки. Значит, мы просто оступились. Ничего страшного. И, конечно, каждый день мы делаем что-то хорошее и что-то плохое. Мы делаем ошибки. И обычно наши близкие люди нас поддерживают. И в разных ситуациях наши близкие люди, наши друзья, наша семья, они заступаются за нас. Другие люди осуждают нас, могут осуждать нас, да? Если мы совершили плохой поступок, мы сделали что-то плохое, да? Люди будут осуждать вас в этой ситуации, но ваши близкие будут защищать вас, будут заступаться за вас, говорить, что что-то хорошее о вас. В разговоре, когда другой человек выступает за вас, он заступается за вас, он говорит что-то хорошее о вас. И также в разговоре, когда вы в группе людей, вы не хотите доказывать, что вы правы или не правы, вы уступаете, вы соглашаетесь с мнением другого человека, вы говорите «да, хорошо». Да, вы не хотите доказывать свою позицию, свое мнение, вы уступаете. И также можно уступить место в транспорте. Да, у вас есть место, вы сидите в транспорте, но вы видите пожилую женщину, и вы уступаете ей свое место. Да? Она садится на ваше место.
Да, у нас у всех есть семья, близкие люди, но мы также знакомимся с другими людьми, мы вступаем в разные группы. В социальных сетях, да, мы вступаем в разные группы по интересам. Что мы любим? Если мы любим музыку, мы ищем группы, где люди обсуждают музыку. Мы вступаем в группы, в разговоры с людьми, потому что мы хотим знать больше на эту тему, потому что нам интересна эта тема. И в таких группах обычно есть лидер, есть активный человек, и обычно он хороший организатор. И этот человек, он организует процесс, он организует мероприятия, он делает презентации, он выступает для других людей. Да? Выступать, люди, где обычно люди выступают? Люди выступают на публике, значит, они выходят из группы и говорят для других людей. Они выступают перед другими людьми на публике. Я не люблю выступать на публике. Я очень стесняюсь, я чувствую себя некомфортно, и это не мое. Я не люблю выступать на публике. Я знаю, что в университетах, да, студенты, они делают презентации, и они выступают перед группой, перед классом. Когда я училась в университете, я тоже выступала перед классом, но мне было страшно. Я до сих пор боюсь выступать перед людьми. Да, каждый день мы делаем что-то, мы совершаем разные поступки, хорошие и плохие. Конечно, мы стараемся делать только хорошие поступки. Мы хотим поступить правильно в жизни, принять правильное решение. Да? Никто не хочет сделать плохой поступок, значит, сделать ошибку. Но каждый день мы делаем разные поступки, мы делаем разные действия. Какое важное решение, что у людей важное? Например, когда молодые люди поступают в университет, и это большой поступок. Что еще? Да, и когда мы хотим что-то начать делать, мы приступаем к этому, делаем первый шаг. Да, у нас есть задача, проект, и нам надо приступить, сделать первый шаг к этой задаче, сделать шаг к решению этой задачи. Но иногда бывают разные ситуации в жизни, нам надо отступать, мы делаем шаг назад. Когда мы не можем решить проблему, мы не знаем как, нам нужно подождать время, чтобы осознать, как поступить правильно в данной ситуации, и мы отступаем немного, или мы хотим посмотреть со стороны на эту ситуацию. Now I want to explain to you new vocabulary from my story. Переступать. Переступать значит делать шаг через что-то, через препятствие. Когда вы идете, вы делаете шаг через, и также переступать черту, да, это воображаемая черта. Вы переступаете через проблему, например, наступать. Наступать значит делать шаг на он, делать шаг. Когда вы идете, вы наступаете на землю, например. Начинается, да? Начинается лето, начало чего-то нового. Следующее. Оступаться. Оступаться значит делать шаг в сторону. Оступаться. Когда вы делаете шаг в сторону от вашего пути, обычно это ошибка, да? У вас есть путь, но вы делаете ошибку, вы оступились, да? Вы идете, вы оступились и вы падаете. Или в жизни мы делаем ошибки, мы оступаемся. Заступаться. Заступаться значит делать шаг за человека. Человек
не может защитить себя, и вы заступаетесь за человека. Вы защищаете человека, его идею, его мнение. Да? Вступать. Вступать значит делать шаг в in, да? Вступать в группу, вступать в сообщество, вступать в проект, значит становиться участником, становиться частью этого проекта. Вступать. Выступать. Выступать значит делать шаг из группы, вы, out. Да? Например, есть группа людей, и вы выступаете, вы делаете шаг из группы, и вы говорите для остальных людей. Вы выступаете перед людьми, потому что вы выходите из группы и говорите для других людей. Уступать значит разрешать другому человеку занять ваше место. Уступать место в транспорте, и также, когда у вас диалог, и вы уступаете в диалоге, вы соглашаетесь с мнением человека, вы уступаете, делаете шаг в сторону, соглашаетесь. Поступать. Поступать значит делать что-то, любой поступок, хороший поступок, плохой поступок. Поступать это значит делать шаг, любой шаг. Поступать в университет, поступать на работу. Да, когда вы получаете новую работу, вы поступаете на работу. Приступать. Приступать значит делать первый шаг. Приступать к новому проекту. Приступать. При значит быть близко. Да, это и делать первый шаг. Приступать. Отступать. Отступать значит делать шаг назад. От, from. Делать шаг назад. Отступить от цели. Да, сделать шаг назад. Но это нормально, это неплохо. Все. Now it's question time. Вопрос номер 1. Вы всегда поступаете хорошо? Вы всегда поступаете хорошо? Я сомневаюсь. Какой плохой поступок вы совершили недавно? Какой плохой поступок вы совершили недавно? Вопрос номер 2. Когда в вашей жизни наступил новый период? Когда в вашей жизни наступил новый период? Что-то изменилось, и наступила новая жизнь. Да? Что-то изменилось, и наступила новая жизнь. Вопрос номер 3. В каких ситуациях вы не хотите спорить и уступаете? В каких ситуациях вы не хотите спорить и уступаете? Вопрос номер 4. Вы когда-нибудь выступали перед людьми на публике? Вы когда-нибудь выступали перед людьми на публике? Где это было? Где это было?
Вопрос номер 5. У вас есть новые идеи? У вас есть новые идеи? К чему вы планируете приступить в этом году? К чему вы планируете приступить в этом году? Например, приступить к изучению французского языка, приступить к новому проекту. That's all. I know it's not easy to find time to learn a foreign language, and today you can be proud of yourself. Thank you for watching my videos. You can practice to answer my questions. The questions are in the description section. Okay, and also my free material. Click on the link in the description section with my free book, and you will receive it right away. I wish you a good day. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.